Обвинения в предпочтении вокалистов в альбомах BTS. Одним из скрытых споров вокруг Чингука является распределение вокальных партий в альбомах BTS, в частности, мнение, что ему часто достается больше вокальных линий или сольных моментов, чем другим вокалистам. Некоторые музыкальные критики и участники фандома сомневаются, является ли эта тенденция следствием популярности Чингука или же предвзятого отношения со стороны продюсеров. Этот вопрос начал активно обсуждаться после выхода альбомов Wings и Love Yourself, когда анализ показал, что именно у Чингука чаще всего был самый высокий процент вокальных партий. Несмотря на то, что это можно объяснить его техническими вокальными навыками, критики считают, что это создает дисбаланс, отодвигая других сильных вокалистов группы Джина, Чимина и Ви на второй план. Некоторые эксперты предполагают, что продюсеры стратегически делают выбор в пользу Чингука ради стабильности и коммерческого успеха. Его голос часто описывают как универсальный и надежный, особенно для живых выступлений. Однако такие объяснения не унимают споры. Этот вопрос поднимает более широкую тему, насколько популярность участника может влиять на музыкальные решения, часто затмевая художественную справедливость. Big Hit Music никогда официально не комментировала эти утверждения. Хотя закулисные кадры показывают коллективную работу в студии, среди поклонников все чаще звучат требования за более справедливое распределение вокальных партий. Сам Чингук публично не касался этой темы, возможно, чтобы сохранить гармонию в группе. Критика использования вокальных эффектов в сольных песнях. Сольная карьера Чингука, особенно в эпоху Севен и Голден, получила международное признание, однако вызвала и волну критики в профессиональной среде. Технические специалисты обратили внимание на избыточное, по их мнению, использование автотюна, наслоения и коррекции вокала. После выхода треков 3D Fit Джек Харло и Standing Next to You на специализированных форумах стали появляться обсуждения, где звукорежиссеры указывали на чрезмерную цифровую обработку голоса. Хотя улучшение вокала стало нормой в современной поп-музыке, многие настаивали, что естественный голос Чингука достаточно силен и не требует такой постобработки. Продюсеры, в свою очередь, заявляли, что подобная работа над звуком — это художественный выбор, направленный на создание определенного настроения. Возможно, цель заключалась в том, чтобы приблизить стиль Чингука к таким западным артистам, как The Weeknd или Harry Styles. Однако сторонники живого вокала утверждают, что в студийных версиях теряется эмоциональная глубина, которую он демонстрирует на сцене. Вестернизация сольной музыкальной идентичности. Переход Чингука к сольной карьере стал предметом споров из-за заметной ориентации на западный музыкальный рынок. Песни с участием Лата, The Kid Laroi и Джека Харло, такие как Seven, Too Much и Standing Next to You, вызвали опасения в южнокорейских СМИ и среди поклонников по поводу утраты культурной идентичности к поп. Хотя некоторые видят в этом естественную эволюцию глобального артиста, другие беспокоятся, что под влиянием международных лейблов, таких как Universal и Geffen, оригинальное звучание BTS растворяется в универсальной поп-эстетике. Сам Чингук открыто признавал, что его вдохновляют Джастин Бибер и Чарли Пут, что указывает на личную инициативу. Тем не менее, вопрос остается открытым: это осознанное творчество или бизнес-стратегия? Обвинения в плагиате и мелодические сходства. Некоторые композиции Чингука стали объектом обсуждений в связи с мелодическим сходством с песнями других артистов. Яркий пример — Seven, чей припев сравнивали с треками Троя Сивана и Джастина Тимберлейка. Хотя никаких официальных исков не последовало, музыкальные критики и пользователи Reddit проводили параллели на основе анализа аккордовых прогрессий и вокальных ходов. Поклонники утверждают, что подобные сходства — результат жанровых совпадений и вдохновения, а не копирования. Тем не менее, тема поднимает важный вопрос: где заканчивается влияние и начинается подражание? Отторжение его сольного творчества частью индустрии. Сольный успех Чингука вызвал напряженность в музыкальной индустрии Южной Кореи. HYBE критиковали за избыточную поддержку одного участника BTS во время паузы группы. Некоторые артисты и продюсеры утверждали, что из-за этого другим исполнителям стало труднее получить внимание СМИ и эфир на музыкальных шоу.
Инди-лейблы выражали обеспокоенность по поводу давления со стороны крупных агентств, а в музыкальных кругах говорили о нарушении рыночного баланса. Сам Чингук держится в стороне от этих дискуссий, сосредотачиваясь на творчестве. Тем не менее, вопрос остается актуальным, где граница между продвижением артиста и монополизацией индустрии. Энд со стрелкой влево заключение. История Чингука как сольного исполнителя. Это не только путь к мировой славе, но и отражение глубоких процессов к поп- и музыкальной индустрии в целом. Его творчество вдохновляет миллионы, но также поднимает неудобные вопросы о справедливости, культурной идентичности и границах коммерциализации искусства. Пока одни восхищаются его ростом, другие продолжают обсуждать, и, возможно, именно в этом и заключается сила его влияния, он не оставляет равнодушными. Если вы хотите, я могу также подготовить сокращенную версию этого текста для описания видео или поста. Микрофон Чингук – не просто артист с мировой известностью. Он стал символом новых вызовов к поп, от борьбы за творческую свободу до давления глобального рынка. Каждое его решение, будь то музыкальный стиль, визуальный образ или сотрудничество, вызывает обсуждение и раздвигает границы привычного. Он вдохновляет миллионы, но вместе с тем невольно становится участником споров о справедливости, культурной идентичности и влиянии корпораций. Чингук — это больше, чем просто голос или лицо на обложке. Это явление, которое заставляет задуматься. Пожар, и пока одни восхищаются его смелостью, другие продолжают задавать неудобные вопросы. Но именно в этом и заключается настоящая сила артиста, он не оставляет никого равнодушным. Искры он вызывает эмоции. Он провоцирует диалог. Он ломает шаблоны. И, возможно, именно поэтому история Чингука — это не просто путь айдола, а отражение целого поколения, ищущего правду, свободу и смысл.